Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Есть у меня рецепты, которые я пытаюсь совершенствовать в меру своей криворукости каждый год. То есть я раз в год или 2, 3, 4 раза в год делаю один и тот же рецепт, пытаясь проэкспериментировать, как его сделать вкуснее. 2-3 раза в год я делаю для себя утиные грудки и делаю всегда с разным соусом. Как делать утиные грудки, знают прекрасно все. Но если не знаете, я сейчас расскажу. А вот соус совершенно отдельная тема. А спонсор видосика всемайки.ру. Кому нужны кепочки, футболочки, маечки, худи, рюкзачки, кружки, любая сувенирная продукция по ссылочке в описании. Например, вы такие, ну отличная вот футболочка Bad Santa. Но, например, вы можете сделать так. И добавить абсолютно любую картинку и любой текст на свою футболочку. Да, вот такую вот классненькую с Илоном Маском. И вы, кстати, теперь на сайте всемайки.ру можете прямо в редакторе добавлять любой текст, например, там not bad, его отформатировать, подвигать, все как хотите. Всемайки.ру, ссылочка в описании, там даже куртки есть. У меня куртка от всемайки.ру, между прочим. Добавляйте на любую одежду, на любые девайсы, добавляйте любые надписи, любые картинки, которые хотите. Ну а если собственных идей нет, там сотни тысяч разных вариантов. Аниме, мультики, сериалы, крутые надписи, мемасы, все что угодно. Ссылки в описании, как всегда. Что по грудкам? У нас вот такая вот утиная грудка, которую невероятно просто отделить от каркаса. Просто вот так отрезаем и следуем за мясом. Ну и огибая все кости, вот так вот отрезаем одну грудочку с кожей. Вторая. Абсолютно то же самое. У утки очень массивные, не знаю как называется, лопатки. Поэтому главное, можно даже вот так сначала отслоить, а потом уже вычекрыжить эту лопаточку. Остов можете оставить на бульоны или на соусы. Зацените, какие у нее лопатки или как это называется. Я думаю, эксперты в орнитологии мне сейчас подскажут. Совсем прям куски жира отрезаем. Опять же, можете это сохранить для бульонов или типа того. Совсем хвосты. Вот так. Нужно, чтобы был какой-то хотя бы баланс мяса, но не перебарщиваем. То есть нужно, чтобы жира оставалось достаточно много. Жир — это вкус. Теперь вот так вот наслаиваем, стараясь не прорезать мясо. Вы все это опять же видели много-много раз. Здесь какая тема? Лучше наслоить меньше, чем больше. Видите, я мясо не прорезал. Поэтому я молодец. Соль. На жир можно побольше. И свежемолотый перец. А вот мясо, которое будет гораздо больше впитывать, потому что из него ничего не вытапливается. Много жира, много соли и перца уйдет просто в жир вытопившийся. Здесь вот поменьше. Теперь что важно? Важно класть на холодную сковородку на самый-самый маленький огонь. Ну или как у нас на самое маленькое электричество. Если мы положим на горячую, сразу будет корка, и мы получим грудку, состоящую целиком из жира. Нам нужно, чтобы жир выпарился, вытопился в шкварку. Понимаете? Погнали. Вот у нас 120 ватт. Прям вообще практически ничто. И прям вот так плоско выкладываем. Сейчас увидите, что произойдет за следующие минут 10-15. Вот, посмотрите, 5 минут, а жир начал вытапливаться. Температура никакая, я тут даже могу пальцем касаться, но жир уже вытапливается. Прекрасно. Но тема не в грудках. Грудки утиные, это все понятно, кожица хрустящая, все дела. Фишка в том соусе, который я много раз совершенствовал, и у меня получается сейчас крайне прикольно. Для соуса берем апельсины, штучек эдак 6. И сначала вот так отрезаем и избавляемся от кожуры. Вот острым ножом вот так просто обходим. Главное, чтобы поменьше было вот этого вот белого, потому что дает горечь. Это не цедра, а такая кожура внутри. Вырезаем. Теперь берем и из каждого очищенного апельсина выжимаем мякоть. Прям вот так, только мякоть. Каждую дольку вырезаем. Это хороший способ почистить апельсин для десертов, где вы не хотите никаких перепоночек, ничего. Нам нужно несколько больших столовых ложек
чисто мякоти. Вот столько мы начистили апельсинчиков. Смотрите, сколько натопилось, кстати, жира. Просто жесть. Уже пахнет уткой, но она внутри сырая, видите, она пока только-только вытапливается. Это прекрасно. Кидаем сюда палочку корицы и кидаем 1 звездочку бадьяна. Главное, не переборщите с бадьяном. Вот так. И доводим до кипения. В это время увеличиваем огонь, чтобы задать корочку утейки. Пахнет офигенно пряным, фруктовым ароматом. Это будет вкусно. Проверим. Ну, почти то, что надо. И переворачиваем с другой стороны буквально минуточку. Утку ставим в духовочку, пока соус не будет готов. При 60 градусах. Благо, большинство современных духовок позволяют выставить точно там 60-65 градусов. 60 в самый раз. А теперь, пока наш соус не превратился совсем в джем, берем треть пачки сливочного масла холодного и кусками туда вваливаем, мгновенно перемешивая, чтобы оно все стало однородным. Причем куски холодного масла я вот так заранее подготовлю, чтобы сразу вкидывать, когда следующий растворится. Когда предыдущий растворится, ну вы поняли. Как только соус загустился вот до такого состояния, выключаем газ и процеживаем. Нужно понимать, что он наполовину состоит из сливочного масла, то есть когда подостынет, станет еще гуще. И ложкой, ну, собственно, все, корицу и бадьян можно вынуть, аромат там уже есть. Ложкой продавливаем, остается только жмых. Хотя можно и с ним кушать на самом деле. Вы мне скажете, типа, а что так мало соуса-то получилось? Но вы учитывайте, что 2 столовых ложек данного соуса хватает на 1 грудку с лихвой. Слушаем. Шкварочки. Смотрим, что внутри. Розовая 60-градусная утейка. Ну и, собственно, наш соус. Это я типа подачу сделал. И тестируем. Утка, несмотря на то, что это типа дичь, остается мягкой при 60 градусах. Прожевывается великолепно. Что касается соуса, ну на данный момент я вот лучше, более подходящий соус к утке сделать не смогу. Он очень простой. Я не добавляю туда, он достаточно сладкий сам по себе, не добавляю туда ни соли, ни перца, ни чеснока, ничего. Это чисто корица, бадьян и свежевыжатый лимон такой в стиле джема, загущенный сливочным маслом. То есть это всего лишь корица, бадьян, апельсины свежевыжатые. Ну, свежевыжатые, как я их туда с кусочками кладу, чтобы такой джем получался, но горечи никакой от перегородок, никакой горечи не было. Ну и все это загущено сливочным маслом. Даже не сливками, просто сливочным маслом. Получается очень вкусно. И к утиному мясу, которое само по себе уже посолено, поперчено, великолепно. Вот такой вот незамысловатый рецепт. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Как говорится, ставь палец вверх, если бы сожрал. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.